8 сложных недель в истории Украины, Киев демонстрирует обломки так называемого российского орешника, а в Турцию к Эрдогану едет генсек НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Есть ли в Беларуси ядерное оружие России? Сможет ли Путин пойти на сделку с США, отказавшись от партнерства с Китаем? Турция предотвратила российский захват Одессы. К Эрдогану тем временем едет генсек НАТО после того, как встретился с Трампом. О чем договорятся? Освобождение Крыма и падение Крымского моста. Американский генерал-лейтенант заговорил о важности войны за полуостров, когда и там могут начаться боевые действия. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Украине в сутки происходит не менее 200 боевых столкновений. Мониторинговые каналы сообщают о продвижении российской армии сразу в районе 10 населенных пунктов. В украинском генштабе же выделяют Покровское направление как одно из самых горячих на всей линии фронта. Именно там происходит больше всего штурмов. Тем временем в Украине сейчас одной из тем для обсуждения стало интервью временно исполняющего обязанности командира взвода роты «Гонор», который рассказал, какой видит ситуацию на линии фронта и как действуют росіяни. Особисто моє бачення, думаю, що вони до зими просто Донецьку область закриють, повністю заберуть під свій контроль і далі, можливо, якісь перемовини. Бо дуже багато хто в соціальних мережах говорить, що буде перемовини, заморозка, а я в це стараюсь не втручатися, взагалі не сильно цікавитися. Я знаю, в мене є конкретна моя задача, моя робота і всі свої сили, ресурси направити на неї. Напомню, что большая часть Донецкой области при этом остается под контролем ВСУ. Активные боевые действия идут в южной части области. О том, есть ли у россиян шансы выйти на административные границы всей Донецкой области за 3 месяца зимы и что сейчас происходит на линии фронта, эти вопросы мы задали человеку, который непосредственно находился на позициях ВСУ и является спикером Украинской добровольческой армии «Юг». Если человек на данном участке видит тактическое продвижение врага, это не означает, что так происходит на всех направлениях и по всей Донецкой области. Однозначно ситуация сложная. В любом случае, для этого не надо быть военным стратегом и специалистом. Можно посмотреть в интернете. Не случился обвал фронта, не случился прорыв фронта. К счастью для нас, хотя все предпосылки для этого были, и они появились не только сегодня, они появились еще и вчера, и, наверное, позавчера. И после Авдеевки в том числе. Напомню, что Россия проводит больше года уже наступательную операцию, владеет стратегической инициативой в данном случае. Но наша оборонная операция, она максимально сегодня изматывает врага. Посмотрите, какие ресурсы россияне используют для того, чтобы продвигаться на самом горячем направлении, Покровско-Кураховском. И видим, какие ресурсы враг бросает для того, чтобы продвинуться и захватить Курахово. Уже 25 ноября президент Турции может провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Война России против Украины станет главной темой разговора. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в Анкаре. В среду Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, заявив, что это лишь еще больше разожжет конфликт, согласно заявлению, распространенному его канцелярией. Отмечу, что эта встреча пройдет буквально через несколько дней после того, как генсек НАТО побывал в резиденции у Трампа. Эрдоган называл республиканца своим другом и очень радовался его победе на президентских выборах, выразив надежду, что скоро закончатся многие войны. Россия не смогла захватить Одессу и Николаев из-за действий Турции. Анкара вовремя закрыла Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтрё, и это разрушило план Москвы. Об этом заявил посол Украины в Турции. Один крейсер «Москва» мы потопили, а еще 2 российских крейсера ожидали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, я считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые по планам Москвы должны были быть оккупированы в результате операций с моря.
Москва не торопится заключать сделку по Украине, а Путин чувствует, что побеждает на поле боя. Об этом пишет The Guardian. Автор материала, британский журналист Питер Померанцев, уточняет, что кризиса в РФ пока нет, несмотря на трудности в российской экономике. Однако уже в следующем году у России иссякнут запасы оружия советских времен. Произойдет это к концу 2025-го. И только лишь в следующем году Путин может начать переговоры, но при этом будет продолжать боевые действия. В материале также задается вопрос, сильны ли США и исходит ли из Штатов эта сила, когда Вашингтон выступает в роли защитника. The Guardian также пишет об одном из вариантов договора с Москвой. Как Трамп будет вести эти переговоры в стиле Путина? Россия всегда требовала демилитаризированной Украины под фактически политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут с этим согласиться, особенно если Россия прекратит свои военные отношения с Китаем. Но пойдет ли Путин на разрыв стратегического партнерства с Си ради нестабильной Америки? Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что следующие 8 недель, то есть до инаугурации Трампа, станут самыми сложными в истории независимой Украины. А украинская дипломатия должна активно работать с командой избранного президента и создать несколько сценариев завершения войны. Тем временем другие западные издания сообщают, что прошлая неделя стала новой главой в почти трехлетней войне. Это связано с первыми ударами дальнобойным оружием Украины по территории России и ударом Москвы баллистической ракетой по Днепру, так называемым «Орешником». Что думаете о тех событиях, которые происходят сейчас в мире? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Украина продолжает изучать обломки так называемого «Орешника». То, что осталось от ракеты, накануне продемонстрировала Служба безопасности Украины. Там подтверждают, что ранее, то есть за все предыдущие годы войны, подобного рода ракет не прилетало. Слід сказати, що вперше був виявлений на території України такі залишки такої ракети, тобто до цього не документувалися слідчими органів безпеки вказаний предмет. Лише можемо сказати, що вказана ракета є балістичною, рухалась по балістичній траєкторії, на яку лише впливав аеродинамічний опір. Доказательств тому, что на территории Беларуси размещено российское ядерное оружие, на данный момент не существует. Об этом говорится в новом расследовании команды «Белпол». Это объединение бывших силовиков Беларуси. Практически в часовом материале под названием «Ядерное оружие в Беларуси. Разоблачение лжи диктаторов» расследователи акцентируют внимание на противоречивых заявлениях Лукашенко и Путина. Кроме того, уверяют, что наличие в лукашенковской армии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» не означает, что на территории Беларуси имеется тактическое ядерное оружие. Кроме того, и специального склада для хранения ядерных боеприпасов в Беларуси также нет. На территории республики также не фиксировали строительство спецбаз для такого типа оружия, как и не видели российских военных, которые должны отвечать за сохранность и применение ЯО. В настоящее время нет никакой подтвержденной информации и доказательств о размещении на территории Беларуси ядерного оружия. Многочисленные противоречащие друг другу заявления о доставке в нашу страну российских тактических ядерных боеприпасов являются элементами ИПСО режимов Путина и Лукашенко, направленные на запугивание населения европейских государств в перспективе начала ядерной войны в случае так называемого вмешательства в дела России и Беларуси. Под таким вмешательством этими режимами понимается активизация помощи Украине в отражении российской агрессии, а также существенное увеличение поддержки белорусского демократического движения. На самом деле, на момент записи этого видеоролика российское ядерное оружие на территорию Республики Беларусь до сих пор не доставлялось. Но мы не исключаем, что после выхода данного фильма диктаторские режимы Путина и Лукашенко устроят очередную показуху. Пропагандисты сделают репортаж из якобы сверхсекретного хранилища. Тем более Лукашенко это обещал Скабееву еще в прошлом году. Украина доминирует в Черном море, а флот РФ парализован, но пока еще существует. В украинской разведке говорят, что сейчас совершенствуют технологии, которые помогут достать корабли России. Речь в том числе идет и о модернизации морского дрона Украины «Магура». Украина должна освободить Крым, который является важнейшей территорией в этой войне. Полуостров
Это ключ к будущей победе Украины. В этом уверен бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Потому что Крым контролирует Черное море. Также это контроль и доступ к Азовскому морю. Если Россия удерживает Крым, она не только блокирует морские перевозки, она также получает доступ к уничтожению морской инфраструктуры в Одессе, Николаеве и Херсоне. Так что с точки зрения защиты Украине нужно вернуть Крым. Зеленский буквально 20 ноября заявил, что Крым можно вернуть дипломатическим путем. А что говорят об освобождении полуострова военные на линии фронта с учетом ситуации на востоке Украины? Этот вопрос мы задали подполковнику запаса ВСУ, который родился в Крыму, спикеру Украинской добровольческой армии «Юг». Крым украинский, и речь о том, что отказываться от него ради каких-то целей, каких-то уступок российских никто не собирается. Это надо однозначно понимать. Мы с вами в том числе общались и говорили о том, что, и я говорю сейчас о том, что Крым может быть освобожден военно-дипломатическим путем. Военным, если мы говорим, это прежде всего разрушение российской логистики, прежде всего, и демилитаризация Крыма. Это одна из составляющих. Соответственно, после того, как это произойдет, в бой вступят дипломаты, потому что Крым будет нести на себе для россиян огромнейшую нагрузку, экономическую в том числе, которая станет для них невыгодной. Поэтому тема Крыма, она сегодня остается на повестке дня, тут даже не обсуждается. Есть другие приоритеты, и мы сегодня о них уже говорим, что приоритеты сегодня сдержать максимально линию боевого столкновения, потому что видим, враг действительно задачу оккупации Донецкой области, он ее на этом этапе не изменил. А как вы считаете, когда Украина вернет контроль над Крымом? В ближайшие годы или десятилетия? Напишите об этом в комментариях. США являются лидерами по разработке технологий искусственного интеллекта. Исследователи Стэнфордского университета попытались измерить так называемую динамичность индустрии ИИ и пришли к выводу, что Соединенные Штаты намного опережают в этой сфере Китай, и разрыв только увеличивается. Например, США опережают КНР по объему частных инвестиций в искусственный интеллект. В прошлом году в США они составили более 60 миллиардов долларов, тогда как в Китае лишь 7,5 миллиардов. В рейтинг Стэнфордского университета попали еще Великобритания, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Южная Корея, Германия, Япония и Сингапур. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.